примеру, вот у мусульман большая претензия, к примеру, к христианам. Окей, давайте посмотрим на ваши претензии. Мы же говорим как им, да? Мы говорим, вы дайте нам Евангелие от Иисуса. Евангелие кому было дано? Иисусу, мир ему, да? То есть Иса алейхиссалам. От Иисуса хотите? Что ж вы сразу мне сказали? Так вот, возьмите, Библия. Удивляет невежество этого человека или специальный подлог. Когда я требую от христиан предъявить нам Евангелие от Иисуса, он говорит, так вот вам Библия. Разве этот человек не знает разницу между Евангелием и Библией? Библия состоит, по разным подсчетам, из большого количества книг. Они говорят, вот вам от Иоанна, от Марка, от Матфея, от Иисуса нам дайте. Нам зачем Марк, Матфей, Лука там и так далее? Нам нужен Иисус. Ему было дано, не им же. Та-та-та-та, вот это поворот не ожидал. Этот парень что, не верит Корану, Аллаху? Вы говорите, что Евангелие от Иоанна, Марка, Луки, Иоанна – это не Евангелие от Иисуса? Опять, вы что, не верите Корану своему? Дело в том, что когда нам предъявляют христиане Евангелие от Марка, от Матфея, от Луки, от Иоанна, оригиналов этих записей не существует. И все, что есть у христиан, это маленький клочочек бумажки, который датируется II веком, который имеет размер всего лишь с кредитную карту. И это тот манускрипт, который существует у христиан на греческом языке, и мало того, опять же, автор неизвестен, а полного сборника Евангелия не существует. К примеру, такой ученый и апологет Барт Эрман, профессор Университета Северной Каролины, который является магистром теологии и имеет докторскую степень. Он является специалистом по Новому Завету и раннему христианству. 5 его книг были в списке бестселлеров, и его труды переведены более чем на 27 языков мира. Самая большая проблема ранних манускриптов – это проблема периодизации, то есть когда эти манускрипты были написаны и кем. Есть ли что-либо из манускриптов 1 века? Ничего. 0. Во 2 веке есть только маленький клочок, о котором я говорил, под номером P52. В нем несколько строк из Евангелия от Иоанна. Но опять же, кто автор этого манускрипта, неизвестно. Итак, если мы возьмем все последующие века, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, то нету полных сборников манускриптов этих веков. А большинство манускриптов, 94%, датируются только 9 веком. И поэтому, когда этот человек и в общем христиане апеллируют к мусульманам и говорят, что якобы у них существуют какие-то древние манускрипты и все подтверждено, это на самом деле ложь. Ложь, которая опровергается апологетами и учеными самого христианства. Сура 5, аят 47. Сказано, что пусть обладатели Евангелия судят по тому, что в нем не свел Аллах, и по контексту обращения к христианам, то есть чтобы они взяли эту книгу и проверили свою веру. То есть получается, Аллах-то как раз считает, что это Евангелие Иисуса Христа. Почему не верите своей книге? А то, что этот человек и христиане вдруг начинают обращаться к Корану и приводить доводы оттуда, это очень странно, так как они не считают это за божественное откровение. Ну да ладно. Тогда мы вернемся к тому аяту, о котором говорит этот человек. 5 сура, 47 аят. В этом аяте Всевышний Аллах, обращаясь к христианам и говоря им о том, что они должны судить и руководствоваться тем, что было ниспослано им, так это указание на то, что Всевышний Аллах призывает их к тому писанию, в котором было указано на то, что придет следующий пророк Мухаммад, алейхиссалам, и чтобы они следовали за ним. И это прослеживается во всем Коране. И другими аятами дополняется этот аят Корана, который привел этот человек. То есть, если вы обратитесь к толкованию этого аята, к примеру, Ибн Касира, то он как раз все это и разъясняет. К примеру, в суре Аль-Имран 3-4 аят повествует о том, что Всевышний Аллах действительно не спосылал людям Писания Таурат и Инджиль, то есть Ветхий Завет и Новый Завет, коим является Евангелие. Но именно указывается в ту эпоху, и говорит, что был ниспослан Фуркан, то есть различающий истину от лжи, Коран.
благодаря которому как раз люди могут отличить то, что было действительно от Господа, от то, что было добавлено людьми. Ведь дело в том, что переписки старых писаний, особенно Евангелие, оно искажалось постоянно. Ведь раньше не было печати, и люди копировали вручную. Один, копируя, допускал ошибки, потом следующий, копируя, допускал ошибки, потом кто-то исправлял и допускал ошибки, и потом следующий, и так далее, и так далее. Поэтому было написано столько копий, что никто не разберет, где правда, а где ложь. И поэтому наш тезис, что, к сожалению, у христиан нету Евангелия от Иисуса, он 100% верен. Поэтому призываем христиан, если вы любите Иисуса, если вы хотите действительно следовать тому, что ниспослано от Господа, следуйте Корану и пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, о котором и предсказано в Евангелии и Торе.